Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня в ролике давайте посмотрим, как изменились процессоры AMD Ryzen самого первого поколения. Узнаем, какие проблемы ждут AMD в следующем году, и посмотрим на целую кучу новых устройств. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте зарегистрироваться в таверне, нажав на колокольчик и кнопку «Подписаться». И с вашего позволения, я начну с одного очень интересного теста процессоров от архитектуры Zen до Zen 3. Одно немецкое издание решило сделать тест новейшего Ryzen 7 5800X и сравнить его с прошлыми поколениями, а именно с Ryzen 3800X, 2700X и 1800X. Все тестируемые процессоры работали в стоке с частотой оперативной памяти, которую рекомендует AMD. То есть первое поколение работало на 2666 МГц, а последнее на 3200. В игровом тесте им удалось узнать, что процессор 5800X быстрее на 80,9%, чем восьмиядерник на архитектуре Zen. В 8 тестовых игр вошли специально отобранные проекты на разных игровых движках. Правда, Unreal Engine они не взяли в свою тестовую программу. В рабочих нагрузках они узнали, что первое поколение Ryzen отстает на 72% от процессора Zen 3. Из этих тестов можно сделать вывод, что архитектура Zen действительно выросла за все эти года, а переход к Ryzen 5000 серии сделал самый большой скачок в производительности. Но с дальнейшим развитием архитектуры AMD не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Мы уже знаем, что новые процессоры Ryzen будут построены на 5-нанометровом техпроцессе. И также знаем, что компания Apple делает на этом техпроцессе свои кристаллы для компьютеров Mac, который в следующем году ожидает глобальный переход на ARM. Так вот, стало известно, что компания Apple выкупила 80% мощностей TSMC под свои мобильные A15 и компьютерные ARM. Уже ожидается, что выручка TSMC в этом году достигнет рекордного уровня, а в 2021 году установит еще один рекорд. И как будет действовать компания AMD в этой ситуации, пока не ясно, ведь это определенно создаст дефицит новых процессоров Ryzen. Что касается 3-нанометрового техпроцесса, то Apple выкупила его весь. Однако это пока что не коснется других компаний, так как в 2021 году будет только пробное производство, и судя по всему будет только для Apple. TSMC также разрабатывает и 4-нанометровый техпроцесс, на который скорее всего перейдут компании через одно поколение. В общем, в следующем году мы можем не увидеть Zen 4 вместе с Ryzen 6000, так как их просто не успеют произвести. Об этом, кстати, поведал и ресурс DigiTimes. Как мы знаем, в первой половине следующего года на рынок должны поступить долгожданные 10-нанометровые серверные процессоры Intel Ice Lake SP и их потенциальные конкуренты AMD EPYC семейства Milan. Сама Intel рассчитывает представить 10-нанометровые Sapphire Rapids уже в конце следующего года, но источник уверен, что она сделает это только в первом квартале 2022. В начале 2023 будут представлены первые 7-нанометровые серверные процессоры Granite Rapids. И аж в 2024 году появятся процессоры Diamond Rapids, которые будут выпускаться по улучшенной версии 7-нанометровой технологии. А компания AMD уже во втором квартале 2022 года должна представить 5-нанометровые процессоры EPYC семейства Genoa с архитектурой Zen 4. И если данные источника верны, то переезд настольных компьютеров на Zen 4 и DDR5 может быть в первой половине 2022 года, а во второй половине выйдут серверные решения точно так же, как это происходит и сейчас. Но до конца 2021 года, как считалось ранее, компания AMD просто не успеет. Тем временем славянская компания EKVB выпустила водоблок EK Classic GPU Waterblock, предназначенный для видеокарт RTX 3080 и RTX 3090 с референсным дизайном. Такая новинка вошла в серию EK Classic, которая ориентирована на пользователей, для которых цена имеет не последнее значение. И приобрести такую модель можно будет всего за 130 евро. Сам же водоблок имеет полное покрытие и отводит тепло не только от графического процессора, но и от силовых элементов подсистемы питания и микросхем памяти. Также компания Adata порадовала новым SSD под названием Spectrix S20G, который вошел в линейку XPG. Он выполнен в формате 2280 и имеет очень привлекательную подсветку, из-за чего компания прямо заявляет, что это игровой накопитель. Сам накопитель работает с интерфейсом PCI Express 3.0 и имеет на своем борту память 3D NAND со скоростью чтения 2500 МБ в секунду. В линейку вошли модели на 500 ГБ и 1 ТБ, но цена пока остается неизвестной.
Тем временем китайцы продолжают тестировать инженерный образец Rocket Lake S и сегодня поделились тестами в Cinebench R15 и R20. Основой для проведения тестов послужила материнская плата с набором логики B560, а процессор работал с той же номинальной частотой в 1,8 ГГц. Но на этот раз источник отметил, что у финальной версии частоты окажутся на четверть выше. Сами результаты в Cinebench оказались чуть хуже восьмиядерных братьев i9-9900K и i7-10700, но они и работали на более высоких частотах. Также китайцы отметили энергопотребление с розетки. Сам образец работает в теплопакете 65 Вт, но потребляет от 123 до 161 Вт в зависимости от нагрузки. А компания Microsoft наконец-то исправила синие экраны в своей Windows. Ранее было известно, что декабрьское обновление Windows 10 20H2 и 20.04 не только исправляет ошибки и повышает общий уровень стабильности, но также приносит проблемы некоторым пользователям. Иногда обновление нарушало работу утилиты CheckDisk, из-за чего при проверке накопителей появлялись синие экраны смерти. Корпорация Microsoft очень долго отрицала проблему и наконец-то ее признала, и со вчерашнего дня начала распространять обновления с фиксом. А вот в начале следующего года компания Acer представит обновленную модель своего ноутбука Nitro 5, которую смогли рассекретить инсайдеры. Новинка будет сочетать 8-ядерный процессор Ryzen 7 5800H и флагманский 3D-ускоритель RTX 3080 на 8 ГБ. Выводиться изображение будет на 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц. Ноутбук будет иметь весомые 32 ГБ оперативной памяти с частотой 3200 МГц и терабайтный NVMe накопитель. В сам комплект поставки входит и блок питания номиналом всего 180 Вт. А такая конфигурация Nitro 5 была оценена в 1950 евро, что весьма недешево. Но остановиться стоит на объеме видеобуфера, который равен 8 гигабайтам. Это косвенно подтверждает предыдущие утечки, утверждающие, что RTX 3080 получит чип GA104. Грубо говоря, в игровых ноутбуках под этой маркировкой может скрываться настольная RTX 3070 с урезанными частотами. Тем временем компания Chuwi объявила о выходе новой модели CoreBook X с процессором Core i5-7267, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением Quad HD, 16 гигабайтами оперативной памяти и флеш-накопителем на 256 гигабайт. В качестве графического ускорителя будет выступать Iris Plus 650, а корпус ноутбука будет сделан из металла. Но самое интересное – это цена, которая составляет всего $500. Новинку уже протестировали в Geekbench 5, и результаты весьма неплохие для компактного рабочего ноутбука с такой ценой. А на рынке мониторов происходит огромное новогоднее пополнение. Компания Asus уже готовит монитор TUF Gaming VG289Q1A, построенный на матрице IPS размером 28 дюймов. Дисплей получил разрешение 4К с частотой обновления 60 Гц и откликом 5 миллисекунд. И для повседневной работы и офиса Asus выпустит два монитора iCare. Новинки получат разрешение Full HD и диагонали на 24 и 27 дюймов с обновлением 75 Гц и временем отклика 1 миллисекунду. Но главной фишкой мониторов является специальное противомикробное покрытие на основе ионов серебра, которое расположено на рамке вокруг дисплея и кнопках управления. Asus утверждает, что оно в течение 24 часов уничтожает более 99% бактерий и очень долговечно. Также в ассортименте MSI появился игровой монитор Optix Mac 301CR2 с вогнутой матрицей VA и диагональю 29,5 дюймов. Такой дисплей получит разрешение Quad HD и частоту обновления 200 Гц с классическим временем отклика в 1 миллисекунду. Также он будет наделен технологией EMD FreeSync Premium, которая помогает устранить эффект разрыва кадра и повысить общую плавность игрового процесса. Сами цены на все мониторы и даты выхода пока остаются неизвестными, но ситуация должна проясниться на CES 2021. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!